Здравствуйте, друзья! Емельян Пугачев героически погиб за Русь. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Недавно на моем канале вышел ролик про великого русского героя Степана Разина. Если не смотрели, то обязательно посмотрите его. А знаете ли вы, что другой борец с захватчиками Руси, Романовыми, тоже был родом из того же селения, что и Степан Разин. Только родился он почти через век после Разина. Да-да, Емельян Пугачев тоже был родом из станицы Зимовейская. И он тоже боролся против иноземцев Романовых. 15 ноября 1774 года в Москву в железной клетке доставили Емельяна Пугачева, с именем которого связана крестьянская война в России и последний перелом в мировой истории, закрепивший власть династии Романовых на огромной территории Российской империи. Сегодня узнать правду о восстании Пугачева практически невозможно, поскольку в 1775 году в России запретили всякое упоминание даже имени Пугачева. Но некоторые факты все же дошли до нашего времени. Сведения о Емельяне Пугачеве более 140 лет были под грифом «секретно». Предводитель одной из крупнейших крестьянских войн Емельян Пугачев родился около 1740 года, примерно через 110 лет после другого известного бунтаря Степана Разина, и даже в одной и той же маленькой станице Зимовейская. Сегодня Волгоградская область – станица Пугачевская. Этот предприимчивый, смелый человек всегда стремился выделиться из казаков, и это благодаря лидерским задаткам у него получалось. Он участвовал и в Семилетней войне, и в русско-турецкой, хвастался перед сотоварищами саблей, якобы подаренной Петром I, никогда не вел оседлый образ жизни и во время скитаний выдавал себя за купца из Царьграда. Это, правда, официальная версия. Но о Емельяне Пугачеве и его восстании по широко доступным первоисточникам судить было бы неправильно. Достаточно отметить, что все материалы по делу Пугачева на протяжении 144 лет до конца правления династии Романовых были под грифом «секретно». Даже Пушкин во время работы над своей историей Пугачева писал, что все материалы по делу опечатаны. Сведений, обнародованных правительством, ему хватило всего на 36 страниц. И великий русский поэт понимал, что работа эта далеко не полная и содержит много противоречий. В своем труде он даже обращается к историкам будущего, выражая надежду, что потомки дополнят и исправят его труд. Войска Емельяна Пугачева и сегодня достаточно часто называют бандами. Но к бандам, как правило, примыкают люди определенного рода занятий, и их действия носят антиобщественную направленность. Однако доподлинно известно, что когда Пугачев брал города, его радостно приветствовал не только простой люд, но и богатые купцы и даже иерархи церкви. Пушкин писал, что в Пензе Пугачева встречали хлебом-солью с иконами и падали перед ним на колени. Доподлинно известно, что пушки для войск Пугачева отливали на заводах Урала. Царские историки утверждали, что рабочие присоединились к Пугачеву, устроив бунт. Но есть и другое мнение. Уральские заводы принадлежали Великой Тартарии, командование войсками которой и взял на себя Пугачев. Собирался ли Пугачев на российский трон? По данным романовских историков, Емельян Пугачев присвоил себе имя царя Петра III, супруга императрицы Екатерины II, который скончался летом 1762 года, провозгласил себя царем и издавал царские манифесты. Однако Пушкин писал, что в Саранске, встречая Пугачева, архимандрит вышел к нему с Евангелием и крестом, а служа молебен называл государыней не Екатерину, а некую Устинью Петровну. Ряд историков считает, что этот факт является прямым опровержением официальной версии о претензиях Пугачева на российский трон. Но есть мнение и диаметрально противоположное. Но вот что пишет Пушкин. 27 июля Емельян Пугачев вошел в Саранск. Он был встречен не только черным народом, но и духовенством и купечеством. В Саранске архимандрит Александр принял Пугачева с крестом и Евангелием. И во время молебна упомянул государыню Устинью Петровну.
То есть сохранились свидетельства, что саранский архимандрит называл государыней не Екатерину, а совсем другую царицу. Сегодня мы уже не знаем ни подлинного имени царя Московской Тартарии, ни подлинного имени предводителя его войск, так сказать, Пугачева. Дело в том, что слово «Пугачев» скорее всего было придумано романовскими пропагандистами от слов «пугач», «пугало». Это подобно тому, как они придумали имя царю Дмитрию Ивановичу – Отрепьев, от слова «отребье». Это прием опытных пропагандистов – опорочить на страницах истории того или иного исторического деятеля путем подбора ему плохо звучащего имени. Но есть и другая версия, по которой настоящий Емельян Пугачев – человек буйный, на язык невоздержанный, имевший привычку бродяжничать и большим умом не отличавшийся. В 1773 году умер в казанской тюрьме, а из тюрьмы под его именем сбежал другой, который и назвал себя императором Петром III. А успешно его восстание было потому, что за ним тянулся то ли турецкий, то ли польский, то ли французский след. Впрочем, каждая из этих стран имела свой интерес в том, чтобы ослабить Россию. В романовской версии подавления пугачевского бунта победа Романовым далась, в общем-то, без особых усилий. Войска Екатерины II без труда громили неорганизованные беспорядочные шайки Пугачева. Но даже из этой отредактированной версии понятно, что против каких-то банд были направлены регулярные войска. Известный историк Савельев в своей книге «Древняя история казачества» писал, что не считая других войск, против Пугачева воевало 14 донских полков. Но несмотря на это противодействие, Емельян Пугачев довольно успешно продвигался к Москве, что привело в ужас Екатерину. Чтобы спасти Москву и Россию, она сама хотела встать во главе войск, но от этого решения императрицу отговорили. К этому времени закончилась война с Турцией, и с фронта прибыл Александр Суворов, который стал командующим всех войск. То есть воевать с неорганизованными шайками было поручено главному военачальнику страны. Даже в подчищенной Романовыми истории видно, что против так называемого крестьянского бунта была мобилизована регулярная армия. Более того, был призван Суворов, величайший полководец того времени. Это была крупномасштабная война, а отнюдь не подавление бунта. С обеих сторон были задействованы огромные профессиональные силы – армия, конница, артиллерия. Если бы историки не искажали подлинные события того времени, то этих очевидных противоречий, видных невооруженным глазом, не возникло бы. И еще один странный факт из истории Пугачевской войны. Историки сообщают, что суд над Пугачевым происходил в Москве в тронном зале Кремлевского дворца. Но если бы Емельян Пугачев действительно был простым казаком, самозванцем, главарем какой-то банды, неужели его бы судили в знаменитом тронном зале? Вроде бы как не по чину, не тот ранг. А вот если в его лице Романовы осуждали своего врага, Великую Тартарию, и праздновали победу над ней, то символический выбор именно тронного зала в Кремле становится совершенно понятным и даже в определенном смысле необходимым. Независимо от того, кто на самом деле предстал перед судом под выдуманным прозвищем Пугачев, это был суд над русско-ордынской империей, которая наконец-то перестала существовать на радость Романовым и их западноевропейским союзникам. О том, что Романовы воевали не с крестьянами-бунтовщиками, а с войсками Великой Тартарии, говорит факт, который приводят сами историки. Только с конца XVIII века, то есть уже после того, как Емельян Пугачев был разгромлен, Сибирь становится местом ссылки. Например, в Тобольск осужденных начали ссылать только с 1790 года. До этого в Российской империи ссылали на знаменитые Соловки, то есть на Соловецкие острова. Значит, только выиграв войну с Пугачевым, Романовы впервые получили доступ в Сибирь, которая до этого была для них закрыта. А Соединенные Штаты только после победы над Пугачевым получили доступ к западной половине североамериканского континента. При дележе этих земель Романовым досталась только Аляска, вероятно, потому что она непосредственно примыкала к Сибири. Но и ее в конце концов пришлось отдать американцам за символическую сумму.
В 1775 году российское правительство запретило упоминать даже имя Пугачева. Зимовейская станица, где якобы родился Емельян Пугачев, была переименована в Потемкинскую. Реку Яик переименовали в Урал, а яицкое казачество стало именоваться Уральским. Волжское казачье войско было расформировано. Была ликвидирована Запорожская сечь. По приказу Екатерины II все события этой войны были преданы вечному забвению и глубокому молчанию. Документы и сокровища Емельяна Пугачева ищут и сегодня. По слухам, в казне атамана были несметные сокровища татарских и башкирских ханов. Вот только до сегодняшнего времени ни лошадиная попона, расшитая тысячами рубинов и сапфиров, ни огромный бриллиант, который якобы был у атамана, не найдены. Кладом этим, который по легенде хранится в Емелькиной пещере в окрестностях села Нагобайково на Урале, интересовался сам Никита Хрущев и даже отправил туда экспедицию кладоискателей. Но успехом экспедиция не увенчалась, как и прочие подобные. Вся правда про Русь скрывается, история переписана захватчиками, но надо все равно знать свои корни и возрождать Русь. Понравилось это видео? Тогда поддержи меня, нажми лайк и оставь комментарий под этим видео. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.